Привет, YouTube! Меня зовут Валерия, и это канал об искусственном интеллекте. В прошлом выпуске я рассказала об истории и возможностях чата GPT. Сегодня мы перейдем к практике. Вы узнаете о том, как использовать чат GPT на всю мощь и как задавать ему правильные запросы. Так что доставайте тетрадки, ручки и приготовьтесь записывать, потому что более подробные инструкции вы уже точно не найдете. Погнали! Welcome to the Neoteric Space. Итак, чтобы получить подходящие ответы, нужно научиться составлять правильные запросы, то есть промпты. Промпт определяет тему и контекст ответа. Проще говоря, представьте, что вы пишете ТЗ исполнителю, который обладает большим количеством навыков и знаний, но находится абсолютно вне контекста вашей задачи. Ты глаза раскрой. Ты что, хочешь сказать, что это что-то среднее между попугаем и обезьяной? Папузьяна. Мама, я папузьяна? Понимаешь, а это-то уже логическое мышление. И не знает, кто ты, и что ты от него хочешь, какие у тебя цели и зачем ты задаешь ему этот вопрос. Чем более точно вы опишете тему, тем более точный ответ получите. Смотри, это апельсин. Ну? Апельсин. Все просто. Но почему же тогда кто-то защищает дипломы с помощью искусственного интеллекта и зарабатывает на этом, а кто-то не может получить ответы на самые банальные вопросы? Дело в том, что нужно использовать определенную схему общения. Помним, что нейросеть не обладает разумом и лишь опирается на определенные ключевые слова. Тут вам пригодится умение искать информацию в интернете. Согласитесь, вы не получите подходящие ссылки от поисковиков, если напишите какой-то расплывчатый запрос. Там действует правило: чем четче, тем лучше. В общении с языковыми моделями тоже нужно придерживаться базовых правил. И вот некоторые из них. Если вы еще не успели обзавестись аккаунтом в чате GPT, рекомендую вам сделать это прямо сейчас. Переходите по тайм-коду в раздел «Инструкция по регистрации из России». Кроме инструкции, вас будут ждать аналоги чата GPT, которые доступны без регистрации и без использования VPN. Также ближе к концу будет практика и разбор на реальных примерах. А сейчас давайте освоим базовые правила. Я разбила навыки в написании промптов на 3 уровня. Про Intermediate и Advanced. Перейдем к первому уровню. Итак, правило номер 1. Формулируйте свои запросы ясно и конкретно, чтобы чат GPT понимал, что именно вы хотите узнать или получить. Не задавайте расплывчатые, двусмысленные или открытые вопросы, которые могут привести к неактуальным ответам. Задавайте вопросы на английском языке. Несмотря на то, что чат GPT неплохо понимает русский, все же его обучали на английском, и англоязычных ресурсов намного больше в процентном соотношении, чем русскоязычных. И, соответственно, база более обширная. Думаю, это и так очевидно. Но у меня для вас есть очень крутой лайфхак, который повысит точность ответов на русском языке. Пишем промпт. Я буду задавать вопросы на русском языке, а ты переводи. Анализируй мои вопросы на своем английском языке, а потом переводи их на русский язык и выдавай ответы на русском языке. Ваш запрос не должен быть длиннее 1000 символов. При необходимости разбивайте сложные вопросы на более мелкие части. В своих ответах чат GPT тоже имеет ограничения по количеству символов и зачастую может дать вам лишь половину ответа. При обрыве сообщения просто попросите его продолжить. Используйте ограничения. Укажите ограничения или критерии ответа, чтобы получить информацию, соответствующую вашим требованиям. Какие могут быть ограничения? Дай мне 5 примеров использования искусственного интеллекта в маркетинге до 2023 года. Тут мы ограничиваем нейросеть 5 пунктами. Вот такие могут быть ограничения. Экспериментируйте, попробуйте разные формулировки и разные вопросы. Нейросеть может понять вас не сразу, поэтому дайте запрос иначе. Чтобы получить более подробные и структурированные ответы, вот вам хороший лайфхак. Добавьте выражение step by step. Таким образом, чат GPT предоставит информацию поэтапно. Нейронка разбивает вопросы на шаги и отвечает по порядку на каждый. Так проще выявить ошибки и скорректировать запрос. Если важная информация была упущена, повторите ее.
чтобы чат GPT понял, что вы от него хотите. И еще важный факт. Не ожидайте от чата GPT знаний в реальном времени, потому что он обучен на данных до сентября 2021 года. Кроме того, помните, что существует такое понятие, как галлюцинация нейросетей. Чат GPT не может ответить вам на вопрос «я не знаю». Поэтому, когда он на самом деле не знает ответ, он может просто нафантазировать. Причем довольно-таки логично, и вы даже не сможете с первого раза понять, что это неправда. Поэтому не стоит доверять нейросети решению важных задач, которых вы не разбираетесь и не сможете отличить правду от вымысла. И если вам нужно покреативить, перефразировать текст или почерпать какие-то новые идеи, то, конечно, чат GPT вам в помощь. Но если вам нужно получить конкретные знания или ответ может повлиять на принятие решения, то обязательно перепроверяйте всю полученную информацию. Теперь, когда у вас есть базовые данные о составлении промптов, перейдем на следующий уровень. Итак, попробуйте дать роль чату GPT. Если вам нужен ответ от эксперта по укладке асфальта, сразу сообщите ему об этом. И дальше пишем запрос в соответствии со схемой. Роль, задача, формат. Например, вы хотите узнать у чата GPT, как вылечить свою больную поясницу. Тогда подойдет следующий промпт. Действую как фитнес-тренер с медицинским образованием. Напиши мне 10-дневную программу для лечения больной поясницы. То есть мы обозначили роль, указали базу данных, указали формат, в котором хотим получить ответ, и некоторые ограничения. Так нейросеть поймет намного лучше, чем если бы мы просто написали «как вылечить поясницу». Используйте восклицательный знак в начале слова, чтобы обозначить действие, которое вы хотите выполнить. Например, восклицательный знак «напиши», восклицательный знак «объясни» и так далее. Если, например, запрос получился очень длинный, то так вы можете обозначить самое важное, что хотите получить от модели. Чтобы получить более креативный и нестандартный ответ, используйте параметр температуры, который контролирует степень случайности ответов. Низкая температура, например, 0.2, делает ответы более предсказуемыми, а высокая температура делает их более творческими и разнообразными. Используйте специальные токены. Например, если перед именем и фамилией конкретного человека вы напишите слово person, то нейросеть поймет, что вы хотите получить ответ о конкретной личности. Например, расскажи мне о научных достижениях person Джеффри Хинтон в области искусственного интеллекта. Кстати, Джеффри Хинтон является одной из значимых и важных фигур в этой сфере, и его называют отцом-основателем, либо крестным отцом искусственного интеллекта. Спрашивайте о причинах и обоснованиях. Попросите чат GPT давать не только ответы, но и объяснять их причины или логику. Почему искусственный интеллект стал настолько популярным в последние десятилетия? Объясни ход своих мыслей. Как научить чат GPT подражать вашему стилю письма? Я попрошу чата GPT написать самому же себе промпт. Итак, мы получаем промпт. Привет, чат GPT. Моя цель — научить тебя понимать мой стиль письма и отвечать на мои письма так, будто это делаю я сам. Я хочу, чтобы ты учитывал мои предпочтения в словах, тоне и структуре предложений. Постепенно я буду совершенствовать твои ответы, чтобы они становились максимально похожими на мой собственный стиль коммуникации. Копируем и вставляем. Так, отлично, он понял. Моя цель — понимать твой стиль письма. И далее мы можем ему скармливать наши тексты. Давайте пример текстов. Захожу в свои статьи и копирую вот текст. Отправляю в чат GPT. Первый пример. Отлично. Далее. Отправляю еще. Теперь, когда он запомнил мой стиль, а теперь напиши продающий текст про морковь в моем стиле. Используйте систематический подход. Если вам понравилось, как чат GPT понял вас, то сохраните этот промпт и используйте похожую схему для следующих запросов. Давайте обратную связь чату GPT, обучайте его. Петли обратной связи играют важнейшую роль в улучшении работы чат GPT. Это поможет модели учиться на своих ошибках и улучшать
ответы в будущем. Для оценки точности сгенерированного контента очень важно правильно интерпретировать результаты, которые он выдает. Поняв, как ChatGPT генерирует ответы, вы сможете эффективно оценивать и использовать его результаты. Кроме того, учитывайте степень доверия к ответу. У ChatGPT есть параметр оценка уверенности в своем ответе. Попросите ChatGPT вам ее предоставить. Более высокий балл уверенности свидетельствует о более надежном ответе. Следуя этим советам, вы сможете получать полезные и интересные ответы от ChatGPT. Не бойтесь экспериментировать и исследовать новые возможности. Теперь, когда вы освоили базовые правила написания промптов, давайте перейдем на следующий уровень. Для этого мне понадобится компьютер, поэтому я сменила локацию. Для начала работы давайте используем промпт, который я вам уже показала. Привет, ChatGPT, я буду задавать вопросы на русском языке, а ты переводи. Анализируй мои вопросы на своем английском языке, а потом переводи их на русский и выдавай ответы на русском языке. Отлично, ChatGPT нас понял, и дальше мы пишем все запросы на русском языке, спокойно и без зазрения совести. Оказывается, можно просить ChatGPT писать запросы самому себе. Для этого мы пишем следующий промпт. Твоя задача писать промпты самому себе. Напиши промпт, который поможет использовать ChatGPT в качестве карьерного консультанта. Что он нам предлагает? Задай мне свои вопросы относительно профессионального роста, выбора профессии, развития навыков, подготовки к собеседованию и много другого. Я контент-мейкер. Дай мне список полезных промптов, которые помогут хранить время. И здесь он предлагает нам список полезных промптов, которые понадобятся контент-мейкеру. Окей. Спасибо, ChatGPT. Теперь я хочу использовать ChatGPT в качестве карьерного консультанта. Например, мне нужно сменить работу и устроиться в какую-то крупную компанию маркетологом. Давайте попробуем. Пишу промпт. Действуй как карьерный консультант. Тебя зовут Ольга. Твоя задача помочь мне подготовиться к собеседованию на позицию маркетолога в крупной компании. Ты задаешь по одному вопросу за раз, я отвечаю на него, и ты переходишь к следующему вопросу. Построй общение в формате диалога. Вопросы могут быть как не связанные между собой, так и в формате беседы на одну тему. Ты можешь переключаться с темы на тему и не менять формат беседы. Если я допускаю ошибку, то ты указываешь, что не так. Делай это в формате исправление, скобки, исправленная версия. Далее напиши объяснение, скобки, объяснение, почему ответ был неверным. Далее продолжай задавать вопросы. Постепенно усложняй вопросы и в конце интервью подведи итог. Итак, начнем собеседование. Сначала представься. Привет, я Ольга, карьерный консультант, и моя задача помочь тебе подготовиться к собеседованию на позицию маркетолога. Замечательно. Расскажи о своем опыте работы в области маркетинга и о том, чем ты занимался на предыдущих местах работы. Я работала в компании «Одуванчик». Моей задачей была подготовка маркетинговых материалов. Спасибо за информацию. Какие инструменты маркетинга ты использовала при создании материалов в компании «Одуванчик»? Итак, следующий запрос. Я хочу, чтобы ChatGPT написал мне продающий текст про двухэтажный дом. Так, пишем. Ты профессиональный копирайтер. Это роль. Напиши продающий текст на 500 символов. Продающий текст – это формат. 500 символов – это ограничение. Так, про двухэтажный дом на берегу моря в Сочи. Смотрим, что он нам ответит. Очарование морского вдохновения воплощено в этом великолепном двухэтажном доме. Окей, отправляем ему пример, который я нашла на Циане. Напиши текст по примеру. Так, меняет, уже добавляет контекст. Высота расположения дома на 215 метрах над уровнем моря обеспечивает уникальный микроклимат с целебным сочетанием. Та-та-та. Замечательно. Так, теперь берем другой дом, копируем у него данные, чтобы добавить немножечко контекста. Положим, что это наш дом. Я копирую информацию. Так. Данные о доме, который я собираюсь продать. Вот, я добавила информацию о нашем доме. И вот, что он мне пишет. Уникальное предложение. Продается роскошный двухэтажный дом площадью 400 метров квадратных, построенный в 2018 году. Вот вся эта информация, которую я ему предоставила. Мы можем также поэкспериментировать со стилем общения, со стилем того, как он пишет. То есть здесь более формальный стиль, а я хочу в разговорном. А теперь напиши этот текст предыдущего сообщения в разговорном стиле. Чтобы тебя понял
5-летний ребенок. И здесь он совершенно по-другому нам пишет текст. Ух ты, слушай, продают супер крутой домик. Он большой, аж 400 метров в квадрате и сделан из такого интересного материала, пенно-бетонного блока. Знаешь, этот домик уже стоит 2 года, его построили в 2018 году. 2 года, потому что мы помним, что у нас ChatGPT живет в прошлом до 2021 года. Вот так мы можем экспериментировать с разными стилями и писать хоть для 5-летнего ребенка, хоть для ученого. Давайте попробуем для ученого. А теперь напиши этот текст с предыдущего сообщения так, будто это диссертация, и тебе нужно продать дом докторам наук, докторам медицинских наук. Посмотрим, что он напишет. Исследование потенциала предоставленного объекта недвижимости представляет собой уникальную возможность обратить внимание уважаемых докторов медицинских наук на привлекательное предложение приобретения роскошного двухэтажного дома. Ну, в общем-то, он добавил нам букв и сделал текст, я думаю, достойным докторов наук. В общем, не бойтесь экспериментировать, добавлять какую-то информацию. И, в принципе, вы можете общаться с чатом GPT совершенно как с обычным человеком. Просто помните о том, что он находится вне контекста информации, и чем больше вы информации ему предоставите, тем более точный ответ получите. Я уже это говорила ранее, но хочу повториться еще раз, потому что это очень и очень важно. Об этом, к сожалению, многие забывают, и поэтому получают некорректные и нерелевантные ответы. Сейчас я расскажу, как зарегистрироваться в чате GPT, находясь в России. Процесс быстрый и занимает не более 5 минут. Для этого переходим на сайт ailib.pro. Этот сайт я создала специально для удобства, так что в нем собрана вся полезная информация. Переходим в раздел «Советы. Как использовать чат GPT в России». Для начала нам необходимо подключиться к VPN. В моем случае это VPN Squirrel. Я выбираю сервер США, а все дальнейшие действия мы выполняем с включенным VPN. Затем переходим на бесплатный сервис по созданию иностранной почты. Здесь выдается временный email адрес. Копируем его и идем дальше. Заходим на сайт OpenAI, нажимаем кнопку Sign Up, регистрация. Вбиваем свой адрес, нажимаем продолжить. Подтверждаем нашу почту, он приходит в течение минуты или около 30 секунд. После этого нужно ввести номер телефона для подтверждения регистрации. Для этого переходим на сайт SIM-SMS4. Это проверенный сервис, который предоставит номер телефона, на который вам придет смс от OpenAI. Выбираем США, опять же, и далее OpenAI. Стоит он 120 рублей. Нажимаем, получаем номер. Оплачиваем 120 рублей. Для этого нужно сначала зарегистрироваться на этом сервисе. Вам выдается номер телефона. Вводим полученный номер телефона в окне регистрации OpenAI. Возвращаемся на сервис SIM-SMS4 и ждем SMS. SMS должно прийти в течение минуты, но иногда бывает, что SMS не приходит. Это значит, что данный номер уже был использован. Тогда нужно повторить действие и еще раз выбрать номер телефона, еще раз ввести его в окне регистрации OpenAI и опять подождать SMS. Приходит SMS, вводим SMS в окошко. Все, после авторизации вы попадаете в чат. Готово. Давайте расскажу, какие есть аналоги у чата GPT. В принципе, их сейчас на самом деле огромное количество. Я расскажу про те, которыми пользуюсь сама. Опять же, рекомендую перейти на сайт ailib.pro, раздел «Чат-боты». Bing AI — это чат-бот от Microsoft, который работает на модели ChatGPT 4. Чтобы зарегистрироваться в Bing AI, необходимо скачать Microsoft Edge и также подключиться к VPN. После чего у вас появится значок
уже с чатом, и там вы можете уже ему отправлять любые запросы и общаться с ним точно так же, как с чатом GPT. Если вам интересно, как это сделать, и непонятно из моих слов, то опять же переходим в раздел «Советы», как использовать Bing AI в России. Там есть подробная инструкция. Я использую каждый день YouCom. YouCom очень удобный сервис, он бесплатный полностью, он не требует VPN, он требует только регистрации, можно зарегистрироваться через Google с российской почтой. И здесь сразу задаем ему вопросы. Скажи про космос. В принципе, с помощью YouCom можно делать все те же самые задачи, что и с чатом GPT. Также у него есть расширенные возможности. Например, можно с помощью него писать, это полезно для копирайтеров, здесь более расширенные настройки. И также можно воспользоваться функцией разработчиков, писать с помощью него код. Например, я попрошу его: напиши мне чат-бот, который по команде weather будет говорить погоду. Погоду в Москве. Ждем. И вот у нас готовый код. Без знаний кода, по сути, я могу вот это скопировать, вставить в нужное место, и у меня будет готовый чат-бот. Потрясающе. Давайте еще добавим функцию. Добавь функцию, чтобы когда бот выдает информацию о погоде, бот давал советы, что надеть. Вот обновленный пример кода. То есть я его попросила решить задачу. Я ему не давала никакие вводные дополнительные. То есть я ему не говорила о том, что ниже 0 это холодно, выше 20 это жарко. Он сам это все решил и сам добавил вот такую функцию. По-моему, это чудесно. Вы можете экспериментировать просто как хотите. Можете создать своего чат-бота. Вот вы уже знаете совет, что нужно зайти в бот-фазер. Так что попробуйте, это очень интересно. Какие есть аналоги еще? Agent GPT тоже бесплатный сервис. Он без регистрации. Вам всего лишь нужно дать ему имя, роль и задачу. И, в принципе, он сам с собой разговаривает, у него монолог. Тоже для некоторых задач полезен, я его иногда использую. Bard AI — это чат-бот от Google. Тут уже на ваше усмотрение. Он также работает через VPN, он работает с иностранной почтой, с российскими почтами он не работает, к сожалению, либо не к сожалению. В принципе, Bard AI я его не использую, потому что, на мой взгляд, он отстает от GPT и от Bing AI. В принципе, ChatGPT и Bing AI это одно и то же, как я уже сказала. Perplexity тоже удобный инструмент, когда вы ищете какую-то информацию в интернете, потому что он не только отвечает на вопросы, но и дает ссылки. Чтобы зарегистрироваться в Perplexity, достаточно только Google почты и, в общем-то, больше ничего. Также есть российский аналог чата GPT, называется он GigaChat. Это GPT от Сбера. Вы можете его использовать с помощью чат-бота в Телеграме. Также есть Яндекс.GPT, который можно использовать, если у вас есть голосовой помощник Алиса. Алиса, давай придумаем. Готова придумывать. Когда надоест, скажите «хватит». Хватит. Какие видео будут выходить чаще всего, а какие реже. Оптимизируйте свой канал для поисковых систем. Используйте ключевые Хватит. слова в названии видео и описании, а также оптимизируйте...